Добрый день, друзья! Сегодня немного не о фаленопсисах, а расскажу о бульбовых орхидеях, о дендробиумах. И у меня есть один цимбидиум. Расскажу про цимбидиум. Потому что про такие орхидеи всегда возникает много вопросов, когда я их показываю. И я как-то объединила все вопросы и постараюсь сейчас ответить и показать эти цветы. Но прежде всего хочу показать вот этот дендробиум. Название обязательно напишу. Покупала я его и показывала вам в этом году 4 февраля. Ссылочку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы видели, в каком я состоянии купила этот дендробиум. Это была уценка. На заднем плане вот он есть. Так и остался. Даже еще в покупном горшке. И после этого показа мне многие написали, что очень капризный дендробиум. У него два родителя, и один из них любит воду, другой не любит воду. И вот найти этот баланс, а уже заставить его зацвести, это вообще какая-то проблема. И как же я была удивлена, когда, отсадив две детки от этой мамы, я в этом году увидела два набухающих бутона. И вот они распустились. Красавец необыкновенный, цвет оранжевый. Редко встретишь такой яркий, насыщенный цвет. Да, капризен, очень капризен. Вот так все время листики не хочет растить. Вернее, он их растит, но все время в какую-то гармошечку. Перельешь, то есть сделаешь влагоемкий очень грунт, не нравится. Просушишь, не нравится. Действительно, найти золотую середину полива этого цветка очень сложно. Но, по крайней мере, зацвел. Но дает очень много детей. Вот смотрите, опять детки, уже большие. От основания идет детка. Вот это основная бульба, с которой я ее покупала. Он сейчас ее засушивает, потому что на ней находятся вот эти две детки. Их придется отрезать, наверное, еще посадить. А вот эти две бульбочки были, ну, тоже на такой, вот, тавтология получается, тоже на маленькой обрезанной бульбе. Что я сделала? Вот сейчас здесь ближе постараюсь вам показать. Выросли рядом две детки вот на такой бульбе. Вот она у меня закопана там внизу. Я отрезала всю эту бульбочку, положила ее посередине горшка и сделала так, чтобы эти два отросточка шли вверх. Грунт для всех бульбовых орхидей, вот все, которые у меня сейчас здесь стоят, одинаковые. Это кора, небольшие кусочки коры, пеностекло, керамзит, и если вот здесь сейчас будет видно, это циофлора, оранжевая циофлора. То есть для всех бульбовых орхидей и для котлей тоже я делаю одинаковый грунт, более влагоемкий. Кто-то спрашивал, что такое циофлора. Но это просто очень узнать, набрав в гугле название циофлора, чтобы я вам 20 минут не рассказывала, что это такое. Это тоже глина, но не обожженная, может быть, с добавлением каких-то микроэлементов. Но подробно, где ее добывают, как ее обрабатывают, очень подробно написано в интернете. Да, она набирает очень много воды. И самое интересное, что она шипит, когда начинаешь поливать. Вот очень похоже на карбид, но это, конечно, не карбид, это далеко от него. И становится эта циофлора теплая. Ну, вот так. Но моим орхидеям это нравится. Можно делать грунты без нее.
Им просто всем бульбовым орхидеям нужен более влагоемкий грунт. Влагоемкий грунт вы можете создать из коры. Небольшое количество керамзита, им нужно, чтобы даже этот влагоемкий грунт был воздухопроницаемый. Можете положить туда мох. Можно еще что-то придумать. Сейчас такое обилие разнообразных грунтов. Можно положить уголь. У меня очень хорошо росли котлеи, когда с добавлением угля, тот, который мы используем для шашлыков. Просто я его резала на более мелкие кусочки. Тоже прекрасно они растут в этом грунте. Уголь тоже влагоемкий. Вот просто находите влагоемкие компоненты и составляйте. Хорошо растут бульбовые орхидеи. Корни у них маленькие, тоненькие. Да, вот здесь на воздушных даже видно. Видите, какие тонюсенькие корни? Эти корни не запасают влагу. У них нет такого большого количества веломена, как у фаленопсисов. Поэтому им все время нужна влажность. Как я их поливаю? Поливаю, как все цветы. Наливаю сюда воду в горшок. Они у меня тоже в двойных горшках. Наливаю воду, потом сливаю и немного оставляю воды на дне. Наливаю воду до внутреннего горшка. Горшки непрозрачные. Как это определить? Ну, как-то я это определяю. Там 50 грамм, например, или 100 грамм. Но это уже из опыта я делаю. И оставляю, пока вся вода не высохнет. Поливаю чаще, чем фаленопсисы. У них должен просыхать верхний слой грунта сантиметра на 3. А остальной должен оставаться влажным. Когда эти первые верхние сантиметры просыхают, а у меня это получается где-то раз в неделю, может быть 8-9 дней максимум, я опять заливаю, и все повторяется. И эти растения, вот все бульбовые орхидеи я поливаю с удобрением с гуматами. Даже есть удобрение Бонафорте, по-моему, называется «Здоровье». Там присутствуют гуматы. Они прекрасно откликаются цветением на... Вот не здоровьем, а цветением. Ну и здоровьем, конечно, тоже. Цветением на это удобрение. Поливаю, чередуя полив. Один полив с удобрением, другой без удобрения. Но, как я всегда рассказываю, у всех этих орхидей есть период покоя. И вот с этим периодом покоя нужно угадать. Когда отцветает и когда нет новых ростов, или выпустил новые росты, но перестал дальше новый рост расти, вот в это время наступает период покоя. Период покоя бывает недолгий, 1-2 месяца. И вот желательно в это время их поливать реже. Они же бульбовые, они запасают в эти бульбы влагу, они очень хорошо перенесут этот период покоя. И эти запасают в бульбы влагу. Как определить в период покоя, когда надо поливать орхидеи? Бульба не должна сморщиваться. Ни такая, ни такая, ни такая. Ни одна бульба не должна начать морщиться. Вот увидели, что чуть появился как такая сборочка на бульбе, значит, надо обязательно полить. Это в период покоя. А когда они растут, полив у них частый, но не должно течь с растения. Не должно около бульб оставаться прямо мокрое все, иначе бульбы загниют. Как еще определить, что растению не хватает влаги? А вот смотрите, вот так листики растут. Опять гармошка. И когда появляется такая гармошка, это значит, в какой-то период вы пропустили полив, и растению не хватило воды для того, чтобы ровненько вырастить этот листик. Это тоже один из признаков нехватки воды у бульбовых орхидей. Хотела показать вам вот этот дендробиум. Знаете, чем он примечателен? Ну, он вот здесь выпускает бутончики. Здесь
похоже, что это будет рост новый. Не надо бояться, когда дендробиум сбрасывает листья на старых бульбах, потому что больше 2 лет не держат они листики. И потом остается вот такая, как здесь, лысая бульба. Да, это некрасиво, но когда бульба засыхает полностью, мы ее отрезаем. Значит, она все питательные вещества отдает новым бульбам для того, чтобы они росли. Помимо полива, они еще запасают в бульбы. Вот так все. Этот у нас в прошлом году цвел. Еще один дендробиум, тоже с интересными фокусами. Пошел рост. По каким-то своим непонятным причинам расти перестал. Из этого роста пошел новый рост. И тоже по каким-то причинам перестал расти. Причем они оба давали корни. У первого роста вот эти корни, вот они большие. Смотрите, все растущие. И опять что-то у него пошло не так, и он дает 3-й рост. Все рядом 3 ростика. Но надеюсь, что наступит такой момент, когда они все пойдут вместе расти. Тогда я их срежу, и сразу будут, представляете, 3 бульбочки. Сразу можно будет сажать, и сразу можно будет ждать от него цветения. Ну и 2 цветочка вот здесь. Пока 2 цветочка. Еще есть набухшие почки. Посмотрим, может быть, еще появятся цветы. И цимбидиум. Одна из самых желанных орхидей, потому что цветы у нее потрясающие. И аромат от цветов. Но в моих условиях я, наверное, вряд ли увижу его цветение. Цимбидиум очень любит прохладное содержание. Для него 25 градусов тепла – это очень жарко. Вот поэтому у моего цимбидиума очень часто кончики листьев подсыхают. Видите, везде подсохшие кончики листьев. А для того, чтобы он зацвел, ему нужно месяц-два содержания в 15 градусах тепла. А я такого создать не могу. Это цветок для более северных районов. А бегать с бутылками льда 2 месяца, но это тоже не вариант. Обкладывать льдом или сюда накладывать лед. Вы представляете, я с одним цветком буду что делать? Вот сейчас я его поставила на балкон. Это единственное место, где у меня зимой более прохладно. Сейчас там 21 градус, самое холодное там все равно 19 градусов. И для него это тоже тепло. Но при этом вот здесь появился новый рост. Вот так мучается он у меня уже года 4. Наращивает бульбы. Летом переношу его под кондиционер. Ну, в общем, подарили. Не пропадает, но и не цветет. Вот такие интересные факты и интересные случаи происходят с моими цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.